Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, Путин с официальным визитом посетил Монголию. Странно, что нет новостей о силе Сибири-2. Технико-экономическое обоснование подписали аж в 2022 году. Китай что, снова кинул Россию? Или тут что-то другое? Ну, было бы странно, если бы новости о силе Сибири-2 приходили из Монголии. Вот, на территории Монголии этот магистральный газопровод будет называться «Союз». И, собственно говоря, на мой взгляд, совершенно оправданно. Он действительно будет соединять не две страны, а три. И что лично для меня еще более странно, о том, что про Монголию мы вспоминаем только, когда говорим о силе Сибири-2. Страна куда как более интересна, более перспективна, чем только строительство магистрального газопровода. Если кто-то внимательно слушал выступление Владимира Путина в Улан-Баторе, то он говорил о том, что сейчас немножечко будет меняться конфигурация проекта. Если раньше территория Монголии рассматривалась как чисто транзитная, то есть вот физически разместили магистральный газопровод, поставили компрессорные станции, согласовали деньги за транзит, на этом все, то сейчас, насколько я понимаю, будет появляться и проекты газификации Монголии. Для Монголии природный газ совершенно новый природный ресурс, раньше никогда такого не было. Напомню, что Монголия занимает седьмое место по запасам и ресурсам угля. На учете в государственных органах 150 миллиардов тонн. Более чем серьезная величина. Разумеется, вся энергетика на день сегодняшний построена на угле. Но это не повод для того, чтобы останавливаться. Есть много других проектов. Что мы услышим по силе Сибири-2? Ну, может быть, на ВЭФе будут встречи наших руководителей с представителями Китая, может быть, там мы что-то услышим. Я в очередной раз напоминаю, что помимо всех прочих геополитических проблем, которые есть, не стоит забывать и о том, куда, собственно говоря, приходит сила Сибири-2, если ее маршрут не будет меняться. Приходит она в северо-западные провинции Китая, самые малонаселенные, самые депрессивные, с минимумом плотности населения. Соответственно, для китайских товарищей вопрос не только в том, чтобы газ пришел, его надо принять. Надо, видимо, какие-то планы пятилетки под это подверстать, какие новые населенные пункты будут строиться, какая промышленность там будет развиваться и так далее, и так далее. И тот вопрос, который стоит перед всей Северо-Восточной Азией, в том числе перед Россией, это формация, где можно было бы разместить подземные хранилища газа. Если их нет, то все, что связано с газификацией, вызывает большую головную боль. Газифицировать крупный населенный пункт, не имея ПХГ в доступности хоть в какой-то, достаточно сложно, только за счет газораспределительных сетей, за счет каких-то колец газовых вокруг городов. В общем, все это достаточно неудобно. Поэтому можно говорить там разные слова о том, что Китай не занимает четко выраженную пророссийскую позицию и все что угодно еще, но с точки зрения сугубо хозяйственной проблемы у Китая в связи с приходом газа в эти регионы страны, той же Уйгурский район со всеми головными болями, которыми его устраивает, это достаточно большая проблема. Проблема связана и с расселением китайского населения по китайской территории. Карту демографической плотности мы, наверное, все помним. В тропических районах, то есть на берегах южных морей, да, там не то, что красное, уже коричневое, если плотность смотрим, и практически белое на северо-западе. Это проблема не только демографии, но и, разумеется, экономики. Не забываем, что как выглядит экономика Китая, откуда идут транспортные пути, от морей. Соответственно, какую бы промышленность ты ни развивал на севере, промышленность компаний, которые там бизнесом будут заниматься, на ноги встанут не скоро, не все так быстро. Соответственно, у них будет идти скупка товаров южными компаниями, с минимумом прибыли и так далее. То есть вопрос развития северо-западных регионов связан еще и с логистикой. Здесь большой такой серьезный узел. Вот, слышу слово Монголия, сразу сворачиваю на уголь, потому что по объемам поставок угля в Китай вот, крошечная Монголия уверенно конкурирует с миниатюрной Россией, несмотря ни на что.
Ну и кроме того, интерес к Монголии был всегда, и я был бы рад, если бы он только увеличивался. Напомню, что в отличие от многих других зарубежных стран, Монголия действительно та страна, которая нам дружественная, без шуток. Не ищущая выгоды, а реально дружественная нам страна. Дружба началась с момента революции в Монголии, с момента становления этого государства, прошла испытание Холхенголом, Великой Отечественной войной и так далее, и так далее. О том, что такое дружба с Монголией, нам достаточно наглядно в 2015 году продемонстрировал Хурал Монголии, так у них называется парламент. Энергодефицит в Монголии был очевиден уже и тогда, и с той поры он только возрастает. На день сегодняшний 20% электроэнергии импортируется из России, из Китая, с двух сторон. Но уже тогда было ясно, что нужна собственная новая генерация. И Всемирный банк, напомню, это структура МВФ, профинансировал разработку технико-экономического обоснования проектов сразу 3 гидроэлектростанций на севере Монголии, в том числе и на реке Селинга. Река Селинга – это главный приток Байкала. Строительство гидроэлектростанции – это большие проблемы, экологические проблемы для Байкала, малая приточность воды. Ну, я надеюсь, расшифровывать все это не надо. В 2015 году постановление Хурала гидроэлектростанция на реке Селинга не будет построена никогда. Мы считаем Байкал жемчужиной планеты и обязаны сделать все, чтобы никакого вреда ему не причинять. Представить себе, что какая-то другая страна вот так пойдет навстречу, очень сложно. С этого момента у нас был целый ряд проектов, которые мы благополучно провалили. В 2015 году, сразу после вот такого решения, был проект строительства линии электропередач высокого напряжения из Хакасии через Туву, 500 киловольт, разумеется, снесли вправо. Денег у нас на электроэнергетику нет, мы потому что большие молодцы. Ну, это уже отдельная тема. Из того, что удалось сделать, это участие компании «Ротек» в модернизации ТЭЦ номер 4 в Улан-Баторе. На день сегодняшний в Монголии всего 7 угольных электростанций, из них 4 в Улан-Баторе. Это столица, город крайне непростой. Если кто-то не помнит, на всякий случай напомню, 1630 метров над уровнем моря. Это степь, это январские морозы от 40 до 50 со всеми отсюда вытекающими. И это угольные электростанции, которые были построены еще при Советском Союзе, то есть где-то там на уровне 50-х годов минувшего века. В каком они состоянии, надеюсь, тоже объяснять не надо. Начиная с 2019 года Ротек не только модернизировал, но вообще такое название модернизировал, практически удвоил мощность ТЭЦ номер 4, причем вписался в график строительства даже несмотря на ковидные годы. Там по очереди блок за блоком модернизировались, расширялась мощность. В 2019 году 2 блока, в 2020, третий, в 2021, четвертый. С этим справились. На тот момент в состав Ротека, это структура Реновы, входил и Уральский турбинный завод. На день сегодняшний сделка по продаже его компании «Интеррау» завершена. Теперь он там. Тогда же, в 2021 году, началась проработка технико-экономического обоснования по ТЭЦ номер 3, крупнейший на день сегодняшний для Улан-Батора. Для нас это, конечно, цифры немножко звучат по-другому. 148 мегаватт электрической мощности и 665 гигакалорий в час тепловой мощности. Это, мягко будет сказано, мало. Соответственно, будет расширяться. На какой объем будет расширяться, лично я понять не могу. Документы пока еще не опубликованы. Если смотреть на пояснительную записку на сайте правительства Российской Федерации 2 сентября опубликовано. Это распоряжение правительства о подписании межправительственного договора с Монголией. Вот, прочитаю внимательно, может быть, кто-то из вас, уважаемые зрители, слушатели, сумеет это расшифровать. Под реконструкцией ТЭЦ номер 3 города Улан-Батора следует понимать расширение части высокого давления ТЭЦ-3 блоком мощностью 50 мегаватт.
Вот это понятно. Строим новый блок на 50 мегаватт. И строительство двух блоков общей мощностью 250 мегаватт на месте очереди среднего давления мощностью 48 мегаватт. То ли мы этот блок 48 мегаватт выключим и поставим два новых, то ли мы его сохраним и поставим два новых. Разночтения есть. Если говорить о церемонии подписания договора, речь шла о 250 мегаваттах. Выступление представителя Российского фонда прямых инвестиций, речь идет о расширении на 350 мегаватт. Сложно расшифровывать. Проработка проекта поручена Интеррау, государственная наша компания. Надеюсь, что поэтапно узнаем. Что касается угля, то будет проработка, опять же, я думаю, Интеррау, строительство угольной электростанции на 120 мегаватт для новой столицы Монголии. Улан-Батору тесно. В марте этого года принято решение окончательное, что будет строиться новая столица на месте старой, совсем старой, там, где была столица Чингисхана. Для Монголии символическое значение понятно, но пусть они со своими символами решают так, как они считают нужным. Нам важно, что на месте будущего города Хархарин будет построена новая угольная электростанция на 120 мегаватт. То и другое по межправительственному кредиту. Объемы тоже пока не видел, не слышал. И Монголия теперь не только уголь, практически решен вопрос со строительством атомной станции малой мощности. В составе делегации был генеральный директор Росатома Лихачев. Вот он достаточно много рассказывал. Я могу только напомнить, что решение о том, что нужна именно такая станция, было принято в Монголии еще в 2020 году. В 2021 году Росатом предложил проект на рассмотрение. В марте этого года в Сочи на Атомэкспо делегация из Монголии была подписана дорожная карта. Сейчас более-менее определились от 200 до 300 мегаватт на базе все того же привычного нам реактора Ритм-200Н, Ритм-200 наземный. Отдельный привет городу Подольска и заводу имени Орджоникидзе. Работать им в 3 смены, если все будет подписано. Либо 4 таких блока, либо 6 таких блоков. Отдельно Лихачев отметил то, что главная проблема сейчас с кадрами. Если строительство будет начато, можно не успеть просто подготовить монгольских специалистов. На этот учебный год только 1600 мест для монгольских студентов в наших вузах, но это не одного же профиля, а всех сразу. Мы и экономистов готовим, и юристов, и специалистов по промышленности и так далее, и так далее. И не исключен вариант, что в первые годы будет работать российский экипаж, так скажем, российские специалисты с тем, чтобы по мере подготовки монгольских специалистов постепенно передать. Вот как-то так. Если очень бегло, будем считать это небольшой экскурсией по Монголии. Если позволит хронометраж, я, конечно, расскажу и о том, как была первая попытка нашего атомного сотрудничества и чем она закончилась. Вы привыкли, что я все время хвалю Росатом, но и у Росатома тоже есть проекты, которые мы уверенно сдвигаем вправо. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграме, потому что то, что происходит с Ютубом, его блокируют, замедляют, все это непонятное. Подписывайтесь на Телеграм, там будем решать, куда мигрировать. Спасибо, до новых встреч. Если тема показалась интересной, готов подготовить передачу с картой Монголии, а то у меня есть подозрение, что не все помнят ее географию, красивые названия выучу вместе с вами. Пишите в комментариях, не забывайте подписываться на все мыслимые, все используемые нами ресурсы. Их теперь стало куда как больше, чем только YouTube. Вы можете подписаться в Рутубе, в Телеграме, в ВК. Всем спасибо за внимание.